самом сердце египетской пустыни, среди золотых песков, археологи наткнулись на находку, которая сразу же оказалась в центре внимания мировых СМИ. Все началось ранним утром, когда команда ученых, вооруженных лопатами, кисточками и современными сканерами, обнаружила под толстым слоем песка плотную, идеально отполированную плиту из черного базальта. Во время осторожной расчистки один из работников зацепил край этой глыбы, и под ней открылся вход в древний подземный коридор. Уже на первых шагах был слышен глухой отзвук, словно где-то внизу дышала другая эпоха. Продвигаясь внутрь, археологи включили мощные фонари, и лучи света выхватили невероятное. Стены были украшены барельефами, которых никто не встречал прежде. На камне были выбиты иероглифы, среди которых четко выделялось имя Клеопатры, выведенное причудливой вязью, не похожей на те, что видели в учебниках. В глубине туннеля воздух стал прохладнее, а запах старины окутал группу почти осязаемо. Записывая каждый шаг на камеры, ученые шли все дальше, пока не встретили первую большую загадку. Перекрытие из массивных валунов, за которыми эхом разносился слабый звон, как будто за ними кто-то спрятал металлический клад. Осторожно, используя только специальные инструменты, чтобы не повредить древнюю структуру, исследователи начали снимать камни по одному. Спустя несколько часов изнурительной работы открылся проход в зал, стены которого покрывал слой золота толщиной в несколько дюймов. Свет фонаря отразился и заиграл сотнями бликов, освещая помещение и открывая взору аллергически чистые саркофаги, словно только что вынутые из мастерской. На центральном постаменте стоял величественный саркофаг, украшенный ликами крылатых богинь, и, главное, стилизованным изображением лица, которое напоминало исторические реконструкции портретов Клеопатры. Вокруг саркофага на полу лежали десятки статуэток, амулетов и керамических сосудов, расписанных неизвестными символами. Специалисты с дрожью в руках фиксировали каждый шаг, осознавая, что оказались на пороге феноменального открытия. На одном из сосудов значился сложно переведенный, но хорошо различимый титул «Царица двух земель», что недвусмысленно указывало на связь этого захоронения с Клеопатрой. Археологи работали почти без отдыха, перекладывая найденные сокровища, чтобы не пропустить ни одной детали. На каждой из стен были изображены сцены торжественных процессий, в которых женщина в царских одеждах получала подношения от жрецов. Особое внимание вызвали редкие серебряные монеты, найденные в нише под стеной. На одной стороне чеканка с изображением профиля Клеопатры, а на другой — таинственные надписи, которых пока не могли расшифровать даже с помощью современных программ. Монеты были идеально сохранены, не затронуты временем, словно они только что сошли с монетного двора. Главный археолог распорядился зафиксировать место каждой находки на электронных картах и незамедлительно вызвать специалистов по ДНК-анализу. Первые томографические снимки саркофага показали, что внутри покоятся не только останки, но и целый набор личных вещей: браслеты, миниатюрные зеркала, гребни из слоновой кости. В одном из углов лежал сверток из папируса, плотно скрученный и замотанный льняными повязками, который казался настолько хрупким, что к нему не решались прикоснуться. Вскоре после поступления первых снимков и каталогизации артефактов, членам экспедиции стало ясно — это не просто гробница. Здесь скрыты тайны, которые могут изменить все, что мы знали о последней царице Египта. А за одним из массивных барельефов археологи обнаружили небольшой люк, ведущий к еще более загадочному туннелю, который был скрыт столько веков. Как только первые исследователи осветили его глубины, стало понятно — загадка только начинается. Узкий проход оказался настолько низким, что ученым приходилось идти, пригибаясь и постоянно придерживаясь за стены, покрытые потрескавшимся золотом. Каждая царапина на каменной поверхности рукой времени подчеркивала торжественность момента. Фонарики выхватывали рисунки. Не просто иероглифы, а целые картины неизвестной техники, как будто древние мастера работали для потомков, владеющих совершенно другим языком. На потолке были изображены звезды, выложенные мелкими кусочками лазурита и малахита, будто часть самого неба опустилась в подземелье. Чем глубже продвигались археологи, тем страннее становились символы. Среди классических египетских знаков вдруг попадались совершенно неожиданные. Спирали, переплетенные птицы, изображения масок, которые напоминали нечто из мироощущения Востока, а не только Африки. К стенам туннеля местами крепились небольшие плиты с выгравированными линиями. При попытке сфотографировать эти надписи камеры фиксировали странные блики, что только усиливало загадочность обстановки.
В некоторых нишах были оставлены глиняные таблички с выдавленными знаками, которые напоминали письма других цивилизаций, ассирийские клинописи, греческие буквы, финикийские символы. Это буквально сбивало с толку всю команду, ведь Клеопатра была известна как царица, которая объединила в своем дворце разные культуры. Сам туннель, казалось, был построен по хитроумному плану. Через каждые 20-30 футов встречались неглубокие боковые отростки, ведущие в маленькие камеры. Внутри каждой из них, словно в кошельках для древних секретов, хранились искусно сделанные копии печатей. На круглых медальонах можно было различить очертания лиц, будто на них оставили отпечатки придворных или даже близких Клеопатры. В одной из таких камер, среди груды осколков, был найден бронзовый ключ необычной формы. Его бороздки формировали слово, которое удалось прочитать по-гречески как «вечность». Главное потрясение ожидало экспедицию там, где туннель резко уходил вниз, в сторону и заканчивался величественной аркой. Арка была покрыта тончайшим слоем бирюзы, а на ее вершине возвышались две серебряные кобры, символы королевской власти. Между кобрами висело кольцо, похожее на браслет с выгравированными фигурами льва и орла. Эти животные не встречаются в обычной египетской символике вместе и намекают на нечто гораздо более личное, возможно, на покровительство двух родов или союз двух стран. Под аркой начинался новый лабиринт, куда не отваживались сразу спуститься даже опытные исследователи. Внутри лабиринта стены оказались украшены уникальными барельефами. Царица с короной в виде солнца и полумесяца держит в руках жезл с фигуркой скорпиона, а у ее ног изображены плоды граната и корзины с папирусом. Но больше всего археологов поразили длинные ряды таинственных знаков, для которых не находилось аналогий ни в одном известном алфавите. На первый взгляд казавшиеся просто узором, эти знаки при детальном рассмотрении слагались в повторяющейся последовательности, словно закодированное обращение к будущим поколениям. Только спустя несколько часов скрупулезной работы специалисты заметили особенность. Некоторые символы наносились на золото слоями, как будто их периодически переписывали и обновляли. Такую технику не встречали ни в одной другой гробнице. На глазах потрясенных ученых проявлялись еле заметные рисунки в ультрафиолетовом свете. Один из них был схож с картой. Из переплетений линий можно было угадать очертания берегов и рек, на которых стояли легендарные города Древнего Египта. Возможно, это был ключ к дальнейшему поиску утерянных храмов или даже дополнительных захоронений династии Птолемеев. Глубже в лабиринте, под одним из барельефов, из маленького отверстия в стене потянулся свежий воздух. Следуя за этим потоком, группа оказалась в круглой комнате с куполообразным потолком. Здесь воздух был настолько густым, что фонари светили желтоватым светом, рассеиваясь в странном тумане. В центре комнаты высился пьедестал с плитой из зеленого мрамора. На ней аккуратно вырезана сцена. Женщина в царском облачении, окруженная группой людей с разными чертами лица, здесь были узнаваемы египетские, греческие, римские и даже нубийские типажи. По периметру плиты тянулся пояс загадочных символов, в которых специалисты тут же заметили попытку создать новый алфавит или шифр. Продвигаясь по коридору и фиксируя каждый дюйм этого места, команда постепенно осознавала, каждый туннель здесь не просто часть гробницы, а целая энциклопедия, зашифрованная для избранных. На потолках встречались изображения кораблей, несущих солнечных дисков, сцены морских сражений, торжества, символы луны и змеев с множеством голов. Все это только подогревало интерес и тревогу. На что еще способна древняя царица, если даже после смерти ее секреты не отпускают потомков? Неожиданно в одном из тупиков ученые нашли крошечный скелет жертвенного животного и серебряный кубок с прозрачной жидкостью, которую тут же отправили на химический анализ. За каждым поворотом тайны становились все глубже, а найденные символы еще более загадочными. Впереди археологов ждали артефакты, которые разом переворачивали все их представление о древнем мире. Первое, что бросилось в глаза в новом зале, были странные предметы, аккуратно выложенные по периметру на низких каменных пьедесталах. Один из археологов осветил круглую металлическую пластину, покрытую резьбой с лицом Клеопатры, но изображенную в совершенно нетипичном виде, с инкрустированными изумрудами глазами и короной, напоминающей корону египетских иерофантов. Пластина была не просто украшением, а оказалась крышкой тайника. Подняв ее, ученые обнаружили внутри крошечные стеклянные ампулы с ужасно сохранившимися остатками красной жидкости. Сразу рядом лежал сосуд, источавший слабый аромат ладана, украшенный инкрустациями в виде виноградных лоз.
При изучении выяснилось, состав покрытия вовсе не египетский и даже не греческий, специалисты увидели сирийские и персидские мотивы. В одном углу команды зацепила взгляд длинная коробка из массива кедра длиной почти 3 фута. С поднятой осторожностью, чтобы не повредить содержимое, ученые открыли верхнюю створку. Внутри находился комплекс миниатюрных инструментов, крошечные хирургические ножи, зеркальца, бронзовые пинцеты и костяные шпатели. На каждом предмете были выгравированы микроскопические надписи, часть из которых оказалась сложно распознаваемыми. В современном освещении на одном из пинцетов проявился таинственный символ — змея, обвивающая глаз гора, и надпись на греческом, означающая «для материнской ночи». Под плашкой инструментария скрывалось небольшое письмо на особом виде папируса. Аккуратно свернутое, оно было покрыто смесью меди и смолы. Одно из самых необычных открытий ждалось в нише стены, где стоял сосуд из лазурита с крышкой в форме головы сокола. Монументальный артефакт был наполнен порошком, который, как показал экспресс-анализ, содержит киноварь, уголь и смесь неизвестных науке минералов. Такого ритуального состава не находили ни в одном религиозном комплексе Египта. Часть сосудов была наполнена миниатюрными золотыми фигурами. Здесь были не только образы Осириса и Исиды, но и статуэтки львов, кошек и даже маленькие фигурки слонов, что совершенно не характерно для традиционного египетского пантеона. В дальнем углу зала археологи обнаружили табличку из чистого серебра, покрытую крошечными отверстиями. При ближайшем рассмотрении отверстия складывались в определенную последовательность. Позже специалисты предположили, что это мог быть древний способ шифрования сообщений. Чуть поодаль в углублении лежал кристаллический диск, толщиной примерно с мизинец, внутри которого угадывались запаянные в кварц золотые проволочки. Внимание ученых привлекли едва заметные символы на самом диске. Они не встречались ни в одной из известных письменностей античного мира. Неожиданностью стала находка предмета, напоминавшего зеркало в массивной оправе, на обороте которого была выгравирована сцена. Клеопатра, сидящая на троне в окружении жриц с ярко выраженными африканскими чертами лица. Само зеркало — непростое стекло, а лист черненого серебра с необычным отражающим эффектом. При изменении угла освещения на его поверхности проявлялись тени фигур, которых сначала не видно невооруженным глазом. Поразила археологов и почти целая одежда, найденная в одном из саркофагов. На льняной тунике остались золотые аппликации и тончайшая вышивка с изображениями звезд и лунных фаз. Сохранившиеся фрагменты позволили установить: ткань была пропитана редкими маслами и бальзамами, которые использовали только для царских особ. Внутри туники, в потайном шве, обнаружили миниатюрную свитую цепочку из чистого серебра, на которой висел кулон с выгравированным на греческом словом «свет». У подножия саркофага археологи нашли необычный предмет. Это был цилиндрический футляр, сделанный из слоновой кости, инкрустированный бирюзой и кораллом. Внутри свиток, покрытый мельчайшей вязью знаков, напоминающих смесь греческого и древнееврейского алфавита. Специалисты аккуратно развернули края и сфотографировали фрагменты, чтобы не нарушить хрупкость рукописи. Археологи внимательно отслеживали уровень влажности и температуры, чтобы защитить содержание от разрушения. Рядом с футляром находился набор необычных бус, каждая выполнена из редких минералов, привезенных, судя по всему, из Индии и Восточной Африки. Часть бус была вырезана в форме миниатюрных скорпионов и быков, что вызывало вопросы у специалистов: зачем такой разнообразный набор? На одной из бус под микроскопом были найдены мельчайшие резные инициалы, по-гречески означающие «Октавиан». Отдельное внимание привлекло найденное перо феникса, зажатое в стеклянной трубке. При ультрафиолетовом освещении оно светилось мягким синим светом. Рядом кусочек ткани с ярко-алой вышивкой в форме восходящего солнца, окруженного змеями. В той же нише специалисты нашли мешочек с порошкообразным золотом и крошечную печать на шнурке с надписью «Селена», возможно, намек на одного из детей Клеопатры. Самым интригующим оказался большой черный камень прямоугольной формы с вырезанными по краям зубцами. На его поверхности угадывались следы древней шлифовки, а внутри находилось нечто похожее на схему или карту. В центре вдавленная линия, уходящая к юго-западу, а по бокам символы воды и ключа. Этот артефакт предположительно указывал на путь к другому, пока еще не найденному, залу комплекса. Среди найденных предметов были и простые вещи: расчески, миниатюрные зеркала, застежки в форме бакланов и амулеты против сглаза.
Однако в каждом из этих артефактов скрывались детали и знаки, которые никто не встречал прежде. Археологи тщательно обрабатывали находки, не упуская возможности зафиксировать каждую черточку. Оставалось ощущение, что каждая находка не случайна, все вещи словно были собраны для особого ритуала или послания потомкам. И чем дальше продвигалась команда, тем больше у них появлялось вопросов. Зачем Клеопатра собрала предметы со всех концов древнего мира? Ответы были замурованы в найденных артефактах, но чтобы раскрыть их тайну, нужно было понять сами послания, оставленные на стенах и спрятанные в потайных местах. Следующие открытия обещали даже больше шокировать своими подробностями, ведь среди предметов уже начали встречаться надписи, явно адресованные конкретным людям, и целые блоки, покрытые загадочным шифром, который никто не был в силах расшифровать с первого взгляда. В центре таинственного зала, прямо перед саркофагом, археологи обнаружили первую панель с высеченными на камне рядами сложных символов и загадочных знаков. После детального изучения выяснилось, они представляют собой необычную смесь греческих и египетских иероглифов, а внутри некоторых слов явно прослеживалась латинская фонетика. Над надписями были вырезаны изображения Клеопатры, держащей в руках кисть и свиток, а по периметру панели выбиты миниатюрные портреты детей: Александр Гелиос, Птолемей Филадельф и Клеопатра Селена. Их имена зашифрованы комбинацией алфавитов. С помощью портативных сканеров и метода послойного анализа специалисты аккуратно сняли верхний слой золота с двух плит, чтобы не повредить скрытые знаки. Благодаря этому проявились скрытые фразы, начертанные углем и стертой охрой. Один из текстов оказался прямым посланием. «Я, Клеопатра, царица двух земель, наследница Исиды, сохраняю память о моих людях для тех, кто придет позже». Изучая эти строки, эксперты нашли внутри фразы вставки из древнеперсидского языка. Вместе с рисунками буквы складывались в своеобразную подлинную подпись царицы. Самой сенсационной находкой стал миниатюрный свиток, спрятанный в футляре из кедра. Его едва не пропустили, приняв за часть настенной декорации. Свиток развернули только в лабораторных условиях, применяя специальную технологию влажного пара. Под слоем смолы и меди сохранились строки, написанные смесью чернил индиго и золота. Большая часть текста посвящена событиям последних лет правления Клеопатры. Здесь упоминаются имена союзников, перечисляются тайные маршруты египетского флота, описываются переговоры с римскими сенаторами. Особое внимание специалистов привлекли так называемые «круги правды». Они представляли собой схему распределения власти между сакральными храмами. Внутри одного круга отмечено: истинный наследник будет найден лишь там, где солнце встречает западные воды. Во втором тайнике рядом с пьедесталом был обнаружен таинственный код, выгравированный серебряным стилем на колесном амулете. Переведя текст, ученые поняли: перед ними древний шифр, инструкция по активации механизма скрытого прохода. В надписях были встроены указания к расчету времени, используя астрономические циклы Сириуса и дальних планет. Рядом с инструкцией оказалось поэтическое обращение: «Пусть мой голос сохранится среди звезд, пусть потомки узнают истину между строк». На следующей плите были слова, сложенные аббревиатурой из 3 языков, содержание которых оказалось посланием к великому жрецу, наставнику Клеопатры. В темном углублении стены команда обнаружила табличку с выдавленными символами, которую расшифровывали с помощью ультрафиолетового просвечивания. На табличке, выполненной из красного кварца, красовалась прямая угроза: «Да сгинет тот, кто раскроет мой покой без дозволения богов». Чуть ниже были строки, описывающие секретные ингредиенты для ритуалов сохранения души, перечислены редкие масла, минералы из Восточной Африки и специи из Персии. Эту часть послания академики сразу сравнили с описаниями из рукописей Плиния-старшего, хотя детали здесь были куда богаче. В одном из саркофагов под золотым покрытием оказалась пластинка из слоновой кости, на которой метко и четко обозначен код: рассчитать дату определенного затмения, чтобы открыть следующую комнату. Археологи подогнали найденные астрономические данные к небесным циклам 3 ближайших десятилетий до перехода династии Птолемеев и убедились: Клеопатра спрятала свои послания с расчетом на то, что их найдут лишь через века, когда знания утратят первоначальное значение. Самым загадочным оказался массивный камень, спрятанный глубоко в гнезде за пьедесталом. Внутри него была вырезка, где с помощью микроскопа удалось прочитать фразу, написанную на идиоме древних греков: «Ни один враг не войдет, пока кровь и золото не сольются воедино». Тут же лежал крошечный кубок с остатками красной жидкости и золотой нитью, наматывающейся по ободку.
Похожий стиль применялся только в ритуалах, связанных с посвящением в жрецы. В некоторых местах надписи были написаны невероятно маленькими символами, некоторые из которых оказалось невозможно заметить невооруженным глазом. С помощью специальных линз на поверхности одной из плит прочли следующие строки: «Да сохранит меня великая Исида, и пусть слово мое докажет истину сердца». Похожее послание было выгравировано на обороте металлической пластины, найденной в боковой камере. «Пусть мир вспомнит Клеопатру не по врагам ее, а по любви к народу». Одновременно с расшифровкой этих посланий поступили результаты спектрального анализа краски. Смесь редких минералов из Индии, что подтверждало связи Клеопатры с далекими странами. Среди фраз на стенах, под изображением королевы с короной Скорпиона и луной, археологи нашли строки на дематическом письме: «Мои надежды в детях, мои руки в делах, мои враги в их ошибках». Впервые встречалась столь личная интонация, словно сама Клеопатра разговаривала с будущими поколениями. Параллельно с этим в потайной нише подарка и лабиринта нашли лепестковый свиток, свернутый в форме цветка лотоса. На каждом лепестке был микротекст. Специалисты с трудом, но смогли собрать из этих частиц длинное сообщение, где подробно описывались основания для заключения союзов с македонскими князьями. Кроме того, в самом центре лотоса находилось имя — Гай Юлий Цезарь, что ставило под сомнение прежние представления о тайных переписках между правителями. Когда все надписи были перенесены в цифровую библиотеку, стало ясно: здесь зафиксирована целая хроника жизни Клеопатры, написанная ее рукой и закодированная под разными слоями защиты. Следующая загадка ждала археологов непосредственно в саркофаге, ведь там находились предметы, которые могли принадлежать только самой царице, а анализ их состава и ДНК обещал пролить свет на то, кто же на самом деле скрывается под маской владычицы Египта. В лаборатории за тысячи миль от жарких песков Египта, когда первые пробы из саркофага прибыли под усиленной охраной, ведущие генетики сразу начали подготовку к уникальному исследованию. Сначала из миниатюрных костных осколков сняли микроскопическую стружку, чтобы не повредить драгоценные останки. Образцы тщательно упаковали в стерильные емкости и отправили на секвенирование. К удивлению ученых, даже спустя 2000 лет, материал оказался на удивление хорошо сохранившимся. Этому способствовала особая смесь масел и смол, которую, как выяснилось, использовали только в царских погребениях эллинистического периода. Первый этап анализа подтвердил: ДНК здесь уникально перемешана. Удивительно, что митохондриальные линии явно указывали на смешанное происхождение. Египетская по материнской линии, а вот по отцовской линии обнаружились маркеры, характерные для древних эллинов и даже жителей Малой Азии. Дальнейшее сравнение с известными образцами из мумий эпохи Птолемеев и античных останков из Александрии показало: ни одна из известных династий не демонстрировала такого сочетания генетических маркеров. В образцах обнаружили редчайший гаплотип, который раньше находили только в некоторых семьях доримских греков и в нескольких останках из Леванта, датированных III веком до нашей эры. Более того, в одном из костных фрагментов содержались участки ДНК, указывающие на дальнее родство с античными династиями Персии. Вместе с образцами из самой гробницы специалисты решили провести сравнение данных с сохранившимися фрагментами мумий, найденных в других пирамидах. Среди них была коллекция из царских усыпальниц в Саккаре и Гизе. Пробы из этих гробниц помогли выявить пересечения в генетических кодах, но точного совпадения не обнаружили. Найденная особа явно принадлежала к уникальной линии, не смешивавшейся с фараоновыми родами Старого и Среднего царств. Самыми поразительными стали результаты анализа тканей, изъятых из футляра для туники царицы. Одно из волокон сохранило следы эпителиальных клеток, которые удалось секвенировать полностью. Химический состав масла, которым пропитали эту ткань, показал наличие редких смол и эфирных соединений, встречающихся в горах Эфиопии и на территории современной Турции. Это подтверждало, что для ритуала мумии использовались импортные компоненты, что делалось только для особых персон. Параллельно с этим исследовали крошечный фрагмент из ногтевого ложа, который случайно обнаружили между слоями бинтов. Из этого материала удалось восстановить многотысячные базовые пары, позволившие провести редчайший для ДНК-анализ тех времен. Оказалось, что у обладательницы гробницы имелась устойчивая генетическая мутация, редко встречаемая среди жителей долины Нила. Эта мутация характерна для определенных македонских кланов и до сих пор встречается среди потомков эллинистических аристократов в Греции.
Настоящую сенсацию вызвали данные по анализу зубной эмали. По наличию редких микроэлементов специалисты определили, что основные годы взросления Клеопатры прошли не только в Египте. В составе эмали обнаружились следы воды из района Древней Александрии, но при этом фиксировались и включение минералов, характерных для горных рек на севере Греции. Это свидетельствовало о том, что будущая царица могла долгое время жить или, по крайней мере, находиться под патронажем за пределами Египта, возможно, в дипломатических целях. Еще одним открытием стала органика, найденная внутри серебряного амулета, который Клеопатра, видимо, носила на шее. Крохотные остатки ткани, тщательно очищенные химиками, содержали клетки особого типа, с уникальными антигенами, характерными для представителей знати эллинистического мира. Биохимики удивились, обнаружив среди белковых остатков компоненты, идентичные таковым из мумии предполагаемого сына Клеопатры, Александр Гелиос. Анализ показал высокую степень родства. На последнем этапе ученые использовали метод спектральной фотоактивации для выявления скрытых фрагментов ДНК на предметах ритуального назначения. Одной из находок стала частичка волоса из гребня, украшенного золотым ларцетом. Этот волос сохранил настолько хорошо последовательность, что биоинформатики смогли воссоздать профиль царицы до мельчайших генетических отличий. Итоговые таблицы дали почти 100% совпадение с древними образцами, приписываемыми Клеопатре в коллекции Музея Египта и Генуи. Результаты анализов моментально попали в центр внимания ученого мира. Биологи из Оксфорда и Гарварда, работавшие параллельно, пришли к одинаковому выводу. Найденные останки и предметы принадлежат представителю династии Птолемеев, родственной Клеопатре, с огромной вероятностью, самой легендарной царицы. В ответ на сенсационный успех, зарубежные лаборатории предложили провести дополнительное сравнение с сохранившимися римскими реликвиями, чтобы найти возможное подтверждение родственных связей с Юлием Цезарем и Марком Антонием. Первый же анализ позволил обнаружить совпадение по митохондриальной линии с защитным талисманом, который по преданиям принадлежал Птолемею Филадельфу. Эти молекулярные открытия буквально потрясли научное сообщество. В подземельях древних пирамид были найдены не только артефакты, но и сами свидетели эпохи, ДНК, способные расставить новые акценты в древней истории. И пока музейщики готовили отчеты, археологи поспешили исследовать еще не вскрытый тайник, где сохранились закрытые статуэтки и куски ткани, возможно, хранящий ответ на главный вопрос, где же настоящая династическая усыпальница Клеопатры. В этих неизвестных глубинах могли скрываться открытия, которые поставят под сомнение все, что казалось незыблемым в египетской истории. Открытие этой гробницы уже с первых минут изменило сам подход к изучению Древнего Египта. Впервые мир получил физические доказательства того, что личность Клеопатры и ее ближайшее окружение были связаны с династиями и культурами, о которых раньше можно было только строить гипотезы. Фрагменты папирусов прямо указывали на существование неизвестных политических союзов между Египтом, Персией и македонскими княжествами, а найденные амулеты и статуэтки доказывали проведение уникальных ритуалов, не свойственных ни одному из ранее исследованных культов. Внутри гробницы археологи нашли целую коллекцию артефактов с надписями сразу на 4 языках — греческом, египетском, дематическом и древнеперсидском. На одной из стен зала был выведен подробный список военных чиновников, часть которых никогда не упоминалась в известных хрониках. Это означало, что Клеопатра лично формировала элиту, опираясь не только на местную знать, но и на специально приглашенных советников из других держав. Особое значение имели обнаруженные карты и схемы. Одна из них указывала на сеть потайных портов в дельте Нила, о которых не было упоминаний даже в трудах античных историков. Эти перевалочные базы заново открыли торговые маршруты, связывавшие Египет с Индией и Восточной Африкой, и объяснили, почему Египет того времени был центром мировой торговли и информации. Часть найденных металлических пластин содержала перечень налогов и пошлин для иностранных купцов. Эти данные помогут переписать экономическую историю эпохи, ранее известную только по фрагментарным греческим источникам. На стене за саркофагом экспедиция обнаружила большой фриз с изображением Клеопатры, принимающей послов с подарками. Среди них были не только традиционные символы Египта, но и предметы из ультрадальних регионов, включая редкие специи, слоновую кость и резную янтарную бусину из Прибалтики. Анализ смолы масел из сосудов показал происхождение ингредиентов из Эфиопии, Индии, Персии и даже Средиземноморья.
Такой обмен товарами объясняет, каким образом царица смогла создать окружение, готовое поддерживать ее в борьбе против Рима. Внимание историков привлекли найденные в нишах кедровые таблички с перечнем союзников и врагов. Среди союзников были указаны не только известные по летописям имена, но и десятки незнакомых фамилий. На одной из табличек имелся код, дату будущего затмения, при котором следовало активировать скрытый механизм в гробнице. Анализ астрономических данных подтвердил точность расчетов египетских жрецов. Это была первая зафиксированная попытка спрятать знания с расчетом на открытие через столетие. Сенсационными стали и детали, связанные с династийной интригой. Среди ритуальных предметов нашлась личная печать, содержащая имя Клеопатры, окруженная греческой вязью с явной отсылкой к прямому потомству от Гая Юлия Цезаря и Марка Антония. Этот артефакт стал свидетелем альянсов, которые кардинально изменили бы карту Средиземноморья, если бы не поражение египтян в битве при Акциуме. На самом деле, каждая надпись, каждый артефакт и каждая деталь найденной одежды доказывали уникальность личности Клеопатры, воительницы, дипломата, ученого, хранительницы древних знаний. Среди найденных свитков были даже трактаты по астрономии, включавшие расчеты циклов планет и формулы, использовавшиеся для создания масляных смесей при бальзамировании. Все это подтверждало, что ее гробница не только место погребения, а подлинная энциклопедия эпохи, созданная самой царицей и ее окружением. Молекулярные исследования показали, династия Птолемеев была гораздо более интегрирована в эллинистический мир, чем считалось раньше. Родственные связи с греками, персами и, возможно, даже римлянами подтверждались на уровне ДНК. Этот факт перевернул представление о чистоте династии и происхождении элиты Египта. Теперь доказано, что страна находилась в самом центре мировых миграционных потоков, а не была изолированным царством. Результаты исследований быстро распространились по всему миру. Стало ясно, что в старых учебниках теперь придется переписать целые главы о последних днях Египта. Сенсация оказалась настолько оглушительной, что международные институты начали собирать данные из других некрополей, чтобы сравнить новые находки с уже известными мумиями и артефактами. Каждый найденный предмет оказался ключом не только к биографии одной из самых загадочных царских особ, но и к пониманию механизмов власти, экономики и религии эллинистического и римского мира. Так, эта гробница стала крупнейшим археологическим открытием столетия, способным полностью изменить нашу картину древней истории. Исследования продолжаются, и никто не знает, к каким еще результатам приведут тайники и шифры, спрятанные под толщей вековых песков. За каждым новым слоем здесь открывается прошлое, которое оказывается гораздо сложнее и удивительнее, чем представляли даже самые смелые умы современности. А впереди команду ждали секреты, которые до сих пор хранят в строжайшей тайне. С самого начала раскопок на место находки стали стекаться не только археологи, но и представители разных государственных структур. Уже через считанные дни после обнародования первых находок комплекс огородили двойным рядом металлических заграждений и установили камеры слежения по всему периметру. Около палаток и лабораторий круглосуточно дежурили вооруженные офицеры из Египетской службы безопасности и сотрудники международных агентств. Замечены были и советники из Европы, сопровождающие передвижные лаборатории на бронированных автомобилях. Все происходило словно под завесой секретности, о которой никто из официальных лиц не спешил рассказывать журналистам. Первыми под запрет попали видеоматериалы с внутренних камер археологов. Рабочие, снимавшие на мобильные устройства, были вынуждены удалить записи и подписать обязывающие документы о неразглашении. За передачей фотографий и отчетов наблюдали специальные комиссии. Любой контакт с прессой разрешался только после одобрения центральной администрации в Каире. В качестве меры предосторожности всех сотрудников периодически допрашивали представители военного ведомства, а в лаборатории доставляли только проверенных специалистов с допуском к особо секретной информации. Для вывоза ключевых артефактов использовали автомобили с затемненными стеклами и сопровождение в несколько машин. Особое значение уделялось обнаруженным предметам, состав которых не сразу согласовывался с ведомствами. Ампулы с красной жидкостью, фрагменты загадочных минералов и сосуды с неизвестным порошком изъяли из лаборатории раньше, чем успели опубликовать подробный отчет. Вскоре по всему лагерю поползли слухи, что часть артефактов отправлена для анализа в европейские и американские спецлаборатории, а результаты до сих пор скрываются под грифом «секретно».
Археологов, работавших в ночную смену, вызывали на закрытые допросы, после которых им было строго запрещено обсуждать содержимое обнаруженных тайников даже с коллегами по проекту. Ключевые находки, связанные с посланиями Клеопатры, подверглись особой обработке. На все фрагменты папируса и металлические таблички наложили временное эмбарго, запретив публикацию данных до установления полной исторической экспертизы. Ежедневные отчеты стали исчезать из информационных баз раньше, чем их могли скопировать внешние наблюдатели. Папирусы с зашифрованными фразами отправляли не на местные экспертные станции, а прямиком в закрытые архивы Египетского музея, куда сторонним ученым вход категорически воспрещен. Первые подозрения о масштабах сокрытия всплыли, когда несколько иностранных специалистов внезапно вернулись в свои университеты, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Еще один сотрудник, работавший над анализом серебряных амулетов, был отстранен от проекта без объяснения причин. Позже в социальных сетях появились сообщения о внезапных сбоях в работе научных серверов, где хранились оцифрованные копии найденных текстов. Все следы вели к тому, что данные могли быть переписаны и перемещены за пределы открытого доступа. Научные круги сразу заметили, публикации по результатам экспедиции выходили крайне скудными, а часть сенсационных открытий в официальных релизах просто не упоминалась. Так не было сказано ни слова о найденных генетических материалах, ни о редких маслах и минералах, ни о тайных кодах, высеченных на артефактах. Доступ к образцам тканей, ампулам и табличкам ограничили только избранными специалистами, каждый из которых подписывал отдельное соглашение о полной конфиденциальности. Некоторым журналистам удалось выяснить, что отдельные предметы из захоронения тайно вывезли для демонстрации на частных закрытых выставках, куда приглашали только инвесторов и чиновников. В архивах сохранилась запись переговоров представителей иностранного фондового агентства, которые обсуждали уникальность найденных алмазных вставок и возможность заключения эксклюзивных контрактов на исследование определенных артефактов. На фоне общей секретности стали возникать скандалы. Рабочие на раскопках заявляли о пропаже 3 небольших статуэток и 2 медальонов. На контактные телефоны археологических групп неоднократно поступали звонки с угрозами и предупреждениями держаться подальше от находок. В лагере регулярно появлялись новые лица, представители зарубежных фондов, научных и религиозных миссий, юристы, а также частные охранные структуры. С каждым днем уровень контроля только увеличивался. Вскоре выяснилось, что часть раскопанных туннелей засыпали обратно по распоряжению специальной комиссии. Причиной называли угрозу безопасности и необходимость дальнейшей реставрации, однако реальные мотивы никто не пояснял. Неопубликованные материалы о структуре подземных залов, схемах каналов и скрытых комнатах изъяли для повторного анализа под надзором военных экспертов. Даже некоторые участники экспедиции позже признавались, им не разрешали самостоятельно фиксировать детали найденных механизмов или фотографировать сложные шифры на плитах. Параллельно с этим в местной больнице был зарегистрирован визит таинственного пациента, одного из охранников раскопок, доставленного с симптомами острого отравления. Врачи сообщали, что внутренняя экспертиза проходила под контролем военных, а результаты анализов так и не были опубликованы. Этот инцидент породил новую волну слухов о возможных биологических угрозах, связанных с содержимым гробницы. В результате большинство археологов и историков, ранее участвовавших в проекте, отказывались давать интервью и даже избегали публичного упоминания своих имен в публикациях. Корреспонденты, попытавшиеся прорваться к месту новых раскопок, натыкались на вооруженные патрули и били тревогу по поводу ограничения доступа к научной информации. Даже в крупных университетах Европы и США обсуждение настоящих масштабов раскопок стало поводом для споров между влиятельными академиками. На данный момент только немногие отчеты просочились в публичное пространство, подтверждая подозрения о невиданном уровне секретности. Некоторые внутренние документы намекают на дальнейшее изучение скрытых залов и кодов, которые могут открыть новые тайны Клеопатры. Однако детали этих исследований пока остаются за закрытыми дверями. Все, что происходило под слоем древних песков, словно намеренно окутано тенью, и несмотря на ошеломляющие научные открытия, самые сенсационные подробности судьбы гробницы Великой Царицы до сих пор скрыты даже от тех, кто стоял рядом с открытием.